Сварог – трудолюбивый творец. Приметно, что праздники небесного кузнеца заканчивают пору веселья и начинают пору работ. Так на летнее Сварожье заканчивают гуляния и начинают покос. А на осеннее Сварожье урожай уже весь собран, подсчитан и уложен, чтобы на долгую зиму хватило. С 14 по 20 ноября отмечают осеннее Сварожье. Это праздник, когда завершается осень и начинается зима. Из кузни Сварога идет мороз, что покрывает всю Русь льдом, защищая поля, леса и реки от вымерзания и стужи. Люди в первые морозные дни не горюют и не скучают. Напротив, веселятся и радуются. Все обязательные хлопоты улажены, сложены и оставлены до весны, а нынче настает прекрасное время для мастеров и мастериц. Жонки да девицы собираются на супрятки, чтобы вместе спрясть лен и шерсть. Из них они будут шить себе прекрасные сарафаны к весне, а мужикам рубахи. За зиму раскинут россыпи обережных узоров по платьям да изготовят чарующие украсы. У мужиков свои работы начинаются. Для домочадцев изготовить утварь, для детей игрушки, починить инструменты да наладить мебель. Что для себя, что на продажу. А добрый мастер без дела не сидит. Хоть и почитают на осеннее Сварожье кузнецов, но и о других мастерах не забывают. В наше время рукодельников найдется много. Коли сами что делаете, то вам наш поклон за труды и вложенные силы. В эти дни смело беритесь за самые интересные для вас идеи, а Сварог вам поможет. Заручиться помощью Бога всегда полезно. Проведите обряд славления да приговаривайте во время работы. Сварог, батюшка, поможи, дай мне сил на дело важное, на дело нужное. Вся работа моя скроится, сладится на благо мне, моему ближнему, моему дому и моему двору. Да будет так. Коли сами не занимаетесь рукоделием, то в эти дни не скупитесь на похвалу мастерам. Любое дело должно быть вознаграждено, любое творчество служит добру и пользе для тела или духа. Приобретая новую одежду, обувь, украшения, игрушку, мебель, утварь, картину, книгу и многое другое, приговаривайте про себя. И дает мне мастер золотые руки вещь, чудесную вещь, нужную мне на благо. Благодарю силу батюшки Сварога в руках мастера проявленную. Помните, что в каждом творении человека заложена искра Бога Сварога. Оскорбить труд мастера равносильно оскорблению самого небесного кузнеца, покровителя мастеров. Особой силой в эти дни обладают приобретенные изделия из металла. Заговорить их можно, обращаясь к Сварогу не только за помощью в делах, но и в семейных отношениях, на защиту детей до укрепления брака. Особо любят Сварожье девушки, что хотят скорее суженого встретить и замуж выйти. Сказывают, Сварог, Отец Небесный, крепко судьбы сковывает, свадебные кольца кует. Потому к Сварогу обращаются нынче девушки, мечтающие о счастливом замужестве. Коли девушка недавно в Паневу прыгнула, устраивает мать ей проверку на осеннее Сварожье в первый день праздника. Будущая невеста сама кушанье на всю семью готовит. На Сварожье на стол непременно ставят курник или суп с курицей, чтобы скорее замуж выйти, ведь такие блюда на свадебный стол ставят. Вечером собираются девушки на посиделки в одной из изб. На осеннее Сварожье всякий хозяин рад молодежь пустить. Кто пустит Сварожье справлять, у того в доме будет благодать. Ужин на Сварожье назывался сыпкой. Готовили обычно сыпную кашу. Каждая девушка приносила из дома горсть крупы для общего блюда, которое готовили совместно на празднике, приговаривая: «Батюшка Сварог, скуй нам свадьбу крепко-накрепко, до седой головушки до долгой бородушки». Сварог батюшка по сеням ходил, гвозди собирал, свадьбу ковал. Уж поздно вечером приглашали на посиделки и парней. С их приходом начинались веселые игры. Парни старались выиграть поцелуй девушки, которая им полюбилась, а девушки к парням присматривались. Ждать кому-то. Скоро веселые свадебки. И в день свадьбы вспомнят, как обращались на осеннее Сварожье к Небесному Отцу, как просили сковать судьбу вместе с любимым.
Обряд свадебный недаром схож с празднованием Сворожья. Вот как веселая свадьба описана в книге Ольги Баяновой «Игры, в которые играют боги». Играли свадьбу в хоромах у Святогора, выдавали замуж последнюю, младшую дочь Лину. Веселье шло своим чередом и уже пошла по кругу братина с медом. Желаем всем блага, а мудрости желаем всего приболя. Гой слава, одобряли сидящие за богато уставленным яствами столом. Дочерей у Святогора было много, одна другой красивее Эля, Тая, Майя, Аля, Ася и Меря. К этому времени они все уже были замужем, все за богами. А Меря, любимица Святогора, упросила отца выдать ее замуж за Вана, смертного, который умом, открытым характером и мужеством покорил сердце не только Мере, но и Святогора. Да и другим богам нравился Ван. Они очень часто заглядывали в гостеприимный дом на берегу Двины, а молодежь дружила с детьми Вана и Мере. Так что если посчитать всех родственников Святогора и Пленки через дочерей, да всех братьев и племянников, дядек и теток, да их родственников, то застолье собралось немало. Но Святогор, когда обустраивал свой терем, помнил о предсказании Макоши, которая сулила ему большую и дружную семью. Свадебный пир отмечали в самом большом тереме. Ведь свадьба – это не только дело молодых до ближайших сородичей. Это заповедь самого рода, который наставлял: по праве жить долг родовой исполнять, ветвь отцов продлевать. Столы ломились от кушаний, сурья лилась рекой, а плясуны, певцы и акробаты развлекали гостей. Во главе стола сидели молодые, оба в зеленых венках. Лина не сводила глаз с мужа, могучего красавца Дона, бога реки. Плакать надо было по такому обычаю: чем больше слез у невесты, тем больше радости у жены. Уже не невеста, а жена, получившая на капище разрешение сварога-сковывателя свадеб, и лады матушки. Мучилась от того, что неудобно было ей только левой рукой незаметно отряхивать с красивого, богато расшитого, белого сарафана хмель и зерно, которыми обсыпали их гости, желая веселой и богатой жизни. Правая рука была привязана рушником к левой богатырской ручище мужа. А есть и пить-то как хочется. Переживала Лина. Только и испили на капище возле костра по глотку меда из одной братины. И ведь нельзя больше ни глоточка. А все-таки, как это странно покинуть родительский дом и проститься с родовыми хранителями. Мысли Лины катились не спеша. А как жалостиво пели девушки, провожая меня к жениху. То не в трубушку трубили рано по заре, то и ладушка плакала по русой по косе. Вечер тебя мою косушку матушка плела, теперь тебя мою косушку надве расплели. Живи, родима матушка, без меня живи. Косу мне перед выходом на две расплели, рубаху с плакальными рукавами надели, да платком непрозрачным покрыли, к капищу повели. Никогда уже не вернусь сюда, как своя. Хранители-то уже будут другие, от мужниного рода. Продолжала вспоминать Лина. Зато какой волк был смешной. Зачем он спрашивал нас по очереди, любим ли мы друг друга, будем ли хранить верность и заботиться друг о друге. Разве и так не ясно? Сковал нашу свадьбу сварог, и лада матушка подарила нам лад да любовь. А Макош сплела нити наших судеб. Как обошли мы с Доном 3 раза вокруг венчального костра, так и стали мы теперь муж да жена. И хранители его рода меня под свою опеку взяли. Посмотрела Лина направо, и не в первый раз удивилась, как такой красавец на ней женился. И как он сказал красиво: Лада моя, в присутствии богов и богинь Сварги и обоих наших родов, я беру тебя в жены. Я разделяю с тобой свою жизнь, свою душу и свою судьбу, все, что я имею, теперь и твое тоже. Я клянусь любить тебя, хранить тебе верность, заботиться о тебе и о детях, которых ты родишь мне, защищать тебя, наших детей и наш дом, делать все для того, чтобы ты гордилась своим мужем. Богатство, бедность, здоровье или болезнь не будут мне в этом помехой. Да будем мы вместе до самой смерти. Носи это кольцо как свидетельство моей клятвы. И вот, наконец, к тайной радости могучего Дона объявили: перепел прилетел, невеста спать захотела. Это означало, что на стол выставили свадебный пирог, курник.
Пирог с приправами, из середины которого курился ароматный дым, что и дало название всему пирогу. Пришло время для важного свадебного обряда – прощания с девичьим венком. Жених осторожно освободил от украшений девичий венок и передал его невесте. А та, не глядя, кинула его в сторону девушек. Кто поймает, та и первой замуж пойдет. А подружки невесты тем временем с обрядными песнями повязали голову молодой платком, а сверху водрузили рогатую кичку, головной убор замужней женщины. Тут подошел черед курника. Лина, как мужняя жена, стала разрезать пирог и одаривать им гостей. Те, кто хотел в следующем году сыграть свою свадьбу, торопились съесть свой кусок, пока пирог не остыл. Ну что, Линушка моя? Поднялся со своего места могучий Дон. Родственники наши уже попили и поели, хорошо повеселились, а дружки мои проверили чертог наш с тобою. Нет ли там худо, хороша ли постель, есть ли мед, зерно и вода. Бери, жена моя, кусок свадебного пирога курника да побольше, и пойдем-ка освобождаться от нашего поста. Что тут началось? Засмущали бедную Лину совсем. Выйдите в порог, проведите через порог. Выйдите в порог, ладно, есть пирог. Гусь, Слава. И молодые, сопровождаемые нескромными шуточками, дружками и девицами, пошли со свадебного пира. Тем временем, отвалившись от столов, гости начали сбиваться в группки по интересам, узнавали новости, обсуждали их, малознакомые родственники знакомились вновь и выясняли, кто кому через кого родня. В общем, так как всегда бывает, когда собирается близкая и дальняя родня. А вы с чем нынче обратитесь к сварогу на осенний праздник? Почтите ли его как кузнеца и мастера? Попросите о помощи в вашем ремесле? Или обратитесь к сварогу, сковывателю судеб, с просьбой о счастливом замужестве до женитьбы? Друзья, дайте нам знать, коли нравится вам наш труд. Можете поставить добрый знак, палец вверх, или поделиться своими добрыми словами в комментариях. Пусть все будет во благо. Празднуйте осеннее сворожье, да не забывайте о родных традициях.